Добрый, дорогие подписчики, телезрители моего канала. Сегодня мы немножечко поговорим, поработаем. Желаю мира, любви, счастья вашему дому, чтобы все было хорошо. Надеюсь, все мы спокойно пережили последнее время, тяжелые времена, и все будет, в принципе, хорошо. Несмотря на все, что происходит в мире, на все наши события, любовь остается любовью. Все как влюблялись, так и влюбляются. Все как надо решать, так и решают. Со мной приходится те или иные проблемы решать. И несмотря на ту ситуацию, которая сейчас происходит в мире, люди все равно ко мне обращаются. И я помогаю. Сегодня я очень расскажу о некоторых вариантах работы. Часто ко мне обращаются молодые девушки, женщины 25-27 лет, да, и сразу просят сделать приворот посильнее, зная мужчину там буквально месяц-два. И сразу хотят получить от него, скажем так, получить его полностью. Хотя часто такое бывает, что после полгода отношений, или 3 месяцев, или 4, когда женщина или мужчина получает партнера, люди перестают быть друг другу интересными. И поэтому я всегда говорю людям, что нет смысла делать приворот, если вы знаете человека 2-3 месяца или даже полгода. И часто просто отказываю именно в произведении работ по привороту, потому что приворот делается в принципе на всю жизнь. Но есть другие более, скажем так, варианты, от которых можно хотя бы отойти потом. Значит, не обязательно делать приворот, чтобы временно получить то, что вы желаете. Есть такие работы, как сексуальная привязка и сексуальная узда. Чем они отличаются, сейчас попытаюсь объяснить. И что делается навсегда, что делается на временно. Значит, узда — это когда она делается и на мужчин, и на женщин. Это когда, например, если со стороны мужчины, да, у него физически просто стоит только на одну женщину, на ту, которую сделала работу. А на других женщин, что бы они ни делали, они просто не встают. И узда делается на всю жизнь. Со стороны женщины, если делается узда на женщину, мужчина, например, делает, женщина физически не может заниматься сексом, ее тошнит, и больно, и блюет, когда она пытается заняться любовью не с тем человеком, который сделал работу. Вот что это означает, вот что такое, вот что означает узда. Узда обычно делается на всю жизнь, но узду, в отличие от приворота, можно попробовать снять, и скорее всего узду можно снять. Вот. А есть такая работа, как сексуальная привязка. Это небольшое время, оно дает толчок для каких-то отношений, это буквально на год, на 2. И потом это само по себе, либо это перерастает в чувство в настоящее, либо это не перерастает в чувство. По крайней мере, можете бросить этого человека, да? А если вы его приворожили, вы уже отвечаете за этого человека, не имеете права бросить. Поэтому девушке я отказываю в привороте, когда вам 25, 18, 27 лет. Вы знаете парня там всего несколько месяцев, всего полгода. Потому что вы сейчас поиграете, а потом у человека будут проблемы в жизни, он, скажем так, не сможет нормально без вас существовать. Поэтому я и отказываю. Значит, сегодня я буду делать 2 работы, у меня
несколько заказов и сексуальную привязку и узду. Значит, первое, вот сейчас я буду делать сексуальную привязку. Значит, молодая девушка из Армении, ну, чтобы вы понимали подтекст, девушке 30 лет, 28-30 где-то. Она уже была, у нее уже был муж, у нее есть ребенок, она развелась. И, ну, как бы, в Армении, в принципе, уже тяжело будет найти какие-либо отношения, потому что у нее был муж, она развелась. Ну, она просто встречается с мужчинами, влюбляется, но мужчины ей впрямую говорят, что, как бы, ну, ты знаешь, как бы, ну, как бы, мне все равно надо будет жениться, как бы, ну, у нас могут быть отношения, но только не серьезные. Вот. Ну, естественно, всем хочется любви. И вот наша девушка, у которой был плохой брак, она развелась. Наша девушка влюбилась в парня, скажем так, моложе себя на несколько лет. Естественно, ей парень честно сказал, что, как бы, ты мне нравишься, я в тебя влюблен, но жениться я из родителей на тебя не могу. Свадьбы у нас не будет, и придет время, я найду себе другую женщину, которая девственница, и мы с тобой расстанемся. Ну и так они повстречались несколько лет. У нашей девушки уже внутри прикипело. Она внутри-то понимает, что, как бы, ей никаких серьезных отношений не грозит. Ну, и в какой-то момент пришло время, родители подыскали нашему молодому парню девушку, жену будущую, и он сказал нашей девушке, которая ко мне обратилась, что: дорогая, меня скоро женят, мне пора уже жениться, мы с тобой расстанемся, все по-честному, я тебя предупреждал, что я не могу тебя взять в жены, ты знаешь наши обычаи. Ну, естественно, девушка очень сильно расстроилась, долго думала, что ей делать, и все-таки обратилась ко мне. Вот именно ей я посоветовал сделать узду. Значит, чтобы у мужчины стоял только на нее. Не знаю, то есть то есть вернуть она его вернет, сексуальные отношения у него будут только с ней, у него только с ней, но как там дальше сложится, ни она, ни я не представляю. Поэтому мы не стали делать приворот, мы сделали узду. Узду можно хотя бы будет снять, узда делается на всю жизнь. Можно будет попытаться снять. Поэтому на данный момент я буду делать узду. Следующая работа, я вам расскажу, это следующую, которую я буду делать, это сексуальная привязка, так называемая. Что такое сексуальная привязка? Это когда мужчина может спать с другими женщинами, но он физически хочет только одну женщину. То есть у него будет стоять на других женщинах, если на него взберутся. Он будет на них посматривать, но у него прям слюнки будут течь по одной девушке. Вот такая работа, она делается там на год, на 2, на 3. Ну и она не заставляет никаких, скажем так, последствий в том плане, что пройдет год, 2, там, насколько какой промежуток мы делаем, и человек сможет нормально дальше жить, существовать, если у вас ничего не получилось. Поэтому лучше, если вы не уверены, вы молоды, в партнере, делайте либо на мужчину сексуальную привязку, если вы уже решились, либо на женщину сексуальную привязку. Если у вас нету там 2, 3, 5 лет отношений, или детей, или вы уже в возрасте и понимаете, что делаете и зачем. Так что вот так вот. А сейчас мы будем делать узду.
И всем хорошего настроения, счастья. И оставайтесь прежде всего людьми. Даже в сложных жизненных ситуациях и все, что происходит, оставайтесь прежде всего людьми. А мы поехали. Кроме всего, я занимаюсь еще целительством. Так что целительством занимаюсь я только личные приемы веду. Детей до 14 лет я принимаю бесплатно. Покорный слуга всегда все теряет. Если вы давно меня смотрите, я часто немножко рассеян, часто все теряю. Узду я почти уже закончил, поэтому я не буду сегодня долгих ритуалов вам показывать, чтобы не загружать, потому что по статистике я смотрю, что редко вы досматриваете полностью все ритуалы, поэтому мы сократим. Работать я буду как работаю, просто будем показывать только маленькую часть работы и рассказывать об этой работе. Вот и все. Также вы можете обращаться отовсюду. Я работаю на дистанции, кроме целительства. Я очень прошу, люди, оставайтесь прежде всего людьми. Не пишите всякие гадкие комментарии, пожалуйста, по поводу темы, не касающейся темы моего канала.
Значит, сразу очень прошу вас, подпишитесь, ставьте лайк, колокольчик, оставляйте свои комментарии. Ну и давайте подискутируем о чем-нибудь. А вы как считаете? Вот вы встречаетесь, живете вы в Армении, встречаетесь с мужчиной, ну, у вас был первый брак неудачный, вы разошлись с мужем по тем или иным причинам. Честно это, когда в Армении вот девушек, которые были женаты, списывают уже, и они почти не имеют шанс в Армении найти свою половинку и заново выйти, быть женой. Мне кажется, это не очень честно. Ну, не мне решать, конечно. Жалко девушку, что из-за того, что она ошиблась в молодости, что ее уже списывают, она кроме как любовницей до брака не может быть никем. Мы все хотим любви, счастья, и все ошибаемся. Даже я ошибался в своей жизни не один раз. Я считаю, что все должны иметь шанс на ошибку и шанс на счастье. Вот. А на этом все. Мы, наверное, больше вам показывать не будем, чтобы вы уже не тянули время. На этом всего хорошего. До свидания.